1999 году Suzuki выпустила свою самую большую модель GSX 1300R Hayabusa, мотоцикл, который получил звание «Самый быстрый серийный мотоцикл в мире». Будучи хоть и недолго быстрее всех конкурентов, байк быстро стал самой популярной моделью Suzuki, поэтому ее продолжали выпускать и совершенствовать на протяжении многих лет. Однако в 2001 году на токийском мотор-шоу Suzuki представила концепт-байк B-King, мотоцикл, от которого у всех захватило дух благодаря надувному двигателю Hayabusa с заявленной мощностью в 240 лошадиных сил, агрессивному внешнему виду и уникальной конструкции. Все тут же начали задаваться вопросом, а когда же мотоцикл поступит в производство? На что компания ответила в 2007 году. Так и случилось. В продаже появился невероятный B-King. К разочарованию фанатов серийная модель не была оснащена концептуальным нагнетателем, поскольку инженеры Suzuki посчитали, что мотоцикл уже обладает большим количеством лошадиных сил. А представьте, если бы Suzuki развивали эту тему, то где бы была сейчас компания Kawasaki со своим H2 и H2R? Suzuki B-King получил весьма агрессивный и угрожающий вид, благодаря массивной фаре, широкому топливному баку, воздуховодам большого объема и радиатору. Но вот что самое замечательное в этом байке, так это то, что он выглядит так, как будто собирается снести все на своем пути, и уверен на все 100, что он сможет это сделать. Первое, что бросается в глаза при приближении к B-King, это, конечно же, его внушительные размеры. В отличие от Hayabusa, Suzuki B-King получил удлиненную колесную базу за счет более длинного заднего маятника. Двухсекционная алюминиевая рама, которая обеспечивает оптимальный баланс жесткости и превосходную управляемость, также была разработана специально для этой модели, как собственно и подвеска, которую не стали заимствовать от Hayabusa. Это передняя 43-мм перевернутая полностью регулируемая вилка Kayaba с ходом 120 мм и задний также полностью регулируемый моноамортизатор с ходом 137 мм. А вот двигатель с небольшими доработками перекочевал сюда от знаменитого гипербайка 2008 модельного года. Чтобы сделать мощность более плавной, был изменен впуск и выпуск, уменьшили впускные и выпускные клапана, в результате чего 1340-кубовая силовая установка стала выдавать чуть меньше мощности, 183 лошадиные силы и 146 ньютон-метров крутящего момента. Но по большому счету эти сокращения незначительны, поскольку силовая установка по-прежнему генерирует огромный поток мощности, но управлять ей стало чуточку легче. При сниженной массе в 262 кг мотоцикл от 0 до сотни катапультируется около 3 секунд, а максимальная скорость по спидометру упирается в отметку в 299 км в час. Однако отсутствие переднего обтекателя сильно мешает трехзначному веселью. Средний заявленный японцами расход топлива составляет 7 литров на 100 км, а бак весьма маленький для такого объема двигателя, всего 16,5 литров. За торможение мотоцикла отвечают четырехпоршневые радиальные суппорта, которые имеют совершенно новый дизайн, созданный специально для B-King. И работают они с тормозными дисками диаметром 310 мм, обеспечивая превосходные тормозные характеристики. Сзади устанавливается один диск диаметром 260 мм с однопоршневым суппортом. Опционально была доступна ABS.
Мотоцикл получил два режима езды, которые можно выбрать с помощью переключателя на руле. А это полный режим и используется по умолчанию. А вот режим Б ограничивает мощность двигателя примерно до 114 лошадиных сил, что позволит без опаски пользоваться мотоциклом в мокрую погоду. Благодаря тому, что Б-Кинг прекрасно сбалансирован, он ощущается заметно легче, чем он есть на самом деле, что позволяет очень легко маневрировать на низких скоростях, а в поворотах кажется, что он едет как по рельсам. さあ素晴らしいですね、この、W650 と非常にジムカードには向かないオートバイで1分55秒、素晴らしいタイムなんですけれども、このクラスでは入賞まだまだ遠いタイム。さあ後ろを走っているのは木崎選手、その後ろがさらに地元の鈴木選手、ブラックラカー、1ヒート目のタイムは2分7秒だ。続いてスタートいたしましたのはゼレッケン28番上杉宏選手、この選手も地元浜松市からのご参加、オートバイは VT250 スパーダですね、スパーダ、暑い中走るのはとっても苦手ですということです。Б-Кинг является доказательством того, что компания Suzuki безоговорочно поддалась американской мантре «чем больше, тем лучше». Мотоцикл обладает большими пропорциями, большой мощностью, большими тормозами и большим весом. Это самый большой и самый мощный мускул-байк, когда-либо выпущенный компанией. И 2012 год стал последним годом производства.